Мужчины, всем здравствуйте! Меня зовут Алла. Приветствую всех моих подписчиков, всех гостей моего канала. Кстати, кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал. Сегодня у нас, мальчики, вы знаете, какая тема? Давайте ее назову «У кого от вас мурашки?». Мурашки подразумевается, кто у вас настолько влюблен или кто настолько по вам скучает, что вот прям человека типает. Типает в хорошем смысле слова. То есть девушка или женщина в вас очень сильно влюблена, и вы у нее вызываете именно вот такие вот положительные отношения, вернее, эмоции, такие мандраши такие эмоциональные. Не знаю, кого покажут сегодня карты, посмотрим, кто у нас сегодня будет в раскладе. Напоминаю, что этот расклад общий. Для тех, кто хочет заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, на все ваши вопросы отвечаю в СМС. Ну что, поехали. Смотрим сигнификатор. Так, кто у нас сегодня будет в раскладе? О ком сегодня пойдет речь? Королева Пентаклей уже вышла. Так, еще кто-то будет сегодня? О, парочка у нас вышла. Так, две истории, мальчики, у меня вышло. Значит, одна история – это ваша женщина. Значит, смотрите, не обязательно это ваша бывшая. Здесь может у кого-то реализоваться ваша нынешняя женщина. Это может быть жена. Может быть, не жена, а просто женщина, которую вы любите, с которой у вас есть очень мощная связь. Открывает у нас именно эту историю семерка чаш. Это говорит о том, что даже если это ваша жена, то здесь у вас присутствует любовь. Любовь, чувства, эмоции, страсть. То есть тут даже не важно, сколько лет вы вместе, здесь чувства есть. Значит, вот это первая история. Сейчас будем подробнее разбирать. И вторая история – это женщина, с которой вы уже были в отношениях, но вы на ней почему-то не женились. Здесь такое ощущение, знаете, что это могла быть женщина, например, ваша любовница. Это могла быть просто женщина, которой вы обещали что-то. Но почему-то здесь дальше не срослось. То есть такое ощущение, что вот практически вы уже дошли вот до той степени отношений, когда вот-вот, но что-то у вас не срослось. И вот эта женщина, она до сих пор о вас помнит, она до сих пор стремится к вам. У кого-то будет отыгрываться, что она до сих пор дает о себе знать. Поздравляет вас на праздники, пишет вам, напоминает вам о себе, всячески как-то старается вас зацепить. Ну, то есть однозначно эта барышня, она в вашей жизни хоть как-то, но она присутствует. Так, с кого начать? Ну, давайте, наверное, начнем с верхнего ряда, с королевы Пентаклей. Значит, королева Пентаклей у кого-то может отыграться по знакам зодиака. Это стихия Земли. Значит, это у нас Тельцы, Козероги, Девы. У кого-то отыграется визуально. Цвет глаз зеленый, серый, голубой. Цвет волос такой может быть светлый каштан, либо русый цвет волос. Они такие, знаете, в теле королевы Пентаклей, то есть они такие не худышки. То есть, как говорится, такая вкусненькая визуально женщина. Значит, о чем здесь идет речь? Здесь речь о том, что, смотрите, у человека к вам любовь, у человека к вам чувства, но тут явно есть какое-то но. Тройка мечей. Так. Что здесь происходит? Очень интересно. Значит, смотрите. Между вами есть какая-то ситуация, похожа на вынужденную ситуацию, что вы здесь ушли.
Почему вы здесь ушли? Ну, конечно, тут расклад общий, поэтому вы тут, конечно, сами знаете, почему вы ушли. Значит, у кого-то это может быть вынуждено, может быть война вас заставила уйти. У кого-то может быть работа заставила вас уехать. У кого-то это обоюдно. Вы вместе, например, там, может быть, на сезонной работе разъехались. У кого-то здесь может играться бывшая. Королева жезлов может оказаться ваша бывшая жена, ваша бывшая какая-то любовница, женщина, которая всячески вмешивалась в ваши отношения с вашей королевой Пентаклей. И королева Пентаклей об этом знала. Здесь может быть такое, что, например, вы сейчас находитесь порознь, а королева жезлов где-то недалеко возле вас. И ваша вот эта основная женщина, которая королева Пентаклей, она может очень сильно по этому поводу переживать. Она здесь может себя очень сильно накручивать. Здесь даже суть не в том, что она вам не доверяет. Здесь суть в том, что она очень сильно побаивается вот этой королевы жезлов. Здесь какая-то женщина немножко без, как там говорят, без гайки в голове, по-моему, или без шурупа в голове, забыла, как-то так. Здесь, смотрите, тут на женщину как бы есть показатели, что она может заниматься черной магией, она может вас здесь привораживать. И королева Пентаклей об этом подозревает. Она подозревает, что тут может быть такое, что королева жезлов, даже если она вас и не получит, то она вам тут наделает всяческих магических нехороших дел, которые будут плохо сказываться и на вашем здоровье, и на вашей работе, и на вашем бизнесе, и на ваших отношениях с королевой Пентаклей. То есть тут ваши королевы Пентаклей, здесь я бы сказала больше, знаете, о чем мурашки. Здесь мурашки больше о том, чтобы вот эта вот женщина не навредила вашим отношениям. Потому что на сейчас, в принципе, у вас тут все хорошо было. Здесь у женщины к вам любовь, желание быть с вами. Но такое ощущение, что, знаете, потом как началась какая-то череда последствий, которая вот просто начала на вас валиться из ниоткуда. Ваша королева Пентаклей, она заподозрила то, что вот эта вот мадам здесь может что-то вам делать на ваши отношения с Пентаклевой королевой, чтобы вы ссорились, чтобы вы расставались, чтобы у вас какие-то были проблемы в жизни. И так как вы здесь сейчас можете быть не вместе, то вот эта вот королева жезлов, тут такая барышня, а что у нее к вам? Но она вас тоже хочет вернуть, смотрите. Она считает, смотрите, какой парадокс. Она считает, что вы пара. То есть она считает, что вы пара, и она считает, что как бы королева Пентаклей, она тут как бы вас недостойна, она вас тут не заслуживает. И королева жезлов здесь не успокоилась. То есть она будет здесь максимально стараться вас рассорить, максимально стараться вам навредить. Кстати, мальчики, расклад общий, поэтому знаете, что еще может быть? У кого-то королева жезлов еще может отыграться как подруга королевы Пентаклей, которая в вас влюблена. Так тоже может быть у кого-то. И вот эта вот подруга, она может очень сильно вас настраивать друг против друга. Ей она может говорить про вас всякие гадости. Например, что вы там гуляете, или вы какой-то там подлый, ужасный, страшный. А вам она может рассказывать что-то про эту королеву Пентаклей, тоже очень гадкая, грязная и пошлая. И вот таким образом она может вас сталкивать лбами, чтобы вы расстались. Поэтому здесь расклад говорит о том, что ваша проблема может быть вот в этой королеве жезлов. У кого-то это отыграется ваша бывшая, а у кого-то это отыграется подруга вашей жены или вашей любимой женщины. Поэтому гоните ее нафиг, кто понял, о чем идет речь. Потому что вот эта барышня, она реально может вам очень сильно навредить. Так, идем дальше. Теперь вторая у нас ситуация, вторая история. Женщина, с которой у вас не срослось, не получилось.
Что у нее к вам, у этой женщины? Вы тут вроде как уже расстались. Тут уже, как знаете, отношения, которые зашли в тупик. И тут уже и вы это понимаете, и она это понимает. Но, видимо, все-таки она еще не угомонилась. Знаете, здесь не важно, сколько прошло лет. Здесь такая женщина. Знаете, вот есть женщины, которые чем тяжелее, тем им прикольнее. Ну, и мужчины тоже такие есть. Знаете, вот чем отношения сложнее, тем более им интереснее. Тем более им забавнее, тем более им хочется в этих отношениях находиться, добиваться, играться как бы вот в эти отношения. Вот тут женщина, которая, она реально не угомонилась. Она может вам здесь писать, звонить, искать вас. Здесь женщина в вас влюблена, но здесь какая-то влюбленность такая, знаете, с привкусом какой-то драмы. Здесь женщина, которая не умеет находиться в нормальных, полноценных, спокойных отношениях. Здесь у многих, знаете, что может быть или было уже? Когда вы с этой женщиной были вместе, у вас все было хорошо, эта женщина могла вам вытворять какие-то такие непонятные фортеля. Она могла уходить, бросать, ссориться, у кого-то даже изменять, оскорблять, творить какие-то непонятные вещи, собирать чемоданы, уходить, потом возвращаться, люблю, не могу, пошел вон, разводимся, потом ты у меня самый любимый, нет, 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 хочу быть только с тобой. То есть тут женщина, которая не умеет находиться в нормальных, спокойных отношениях. Если спросить, вот если у нее мурашки от вас, конечно, тут есть мурашки. Тут вы для этой женщины, вы для нее прям какой-то такой бразильский сериал, давайте я вас так назову. То есть вы для нее здесь вот ассоциируетесь с какой-то, не знаю, с какой-то такой значимой частью ее жизни. Вы для нее здесь какой-то вот прям туз пентаклей. Здесь вот, если бы не очень много вот этих вот карт, то можно было бы сказать, что она вас реально любит. Вы для нее очень важный, самый важный человек в ее жизни. И здесь вплоть до того, что вы у нее самый-самый распрекрасный, самый-самый любимый, чудесный, сексуальный, желанный и так далее. Но здесь есть очень большая ложка дегтя. Вот это все она может чувствовать к вам, пока вы на расстоянии. Как только вы начинаете сходиться вместе, вот пока вы на расстоянии, вот она реально может по вам скучать, сохнуть, страдать, любить, прям вообще. Но как только вы сходитесь вместе, как только у вас отношения выравниваются, становятся ровными, вот тут начинаются уже какие-то кардибалеты. Что же с тобой так происходит? Ну, не может, смотрите, двойка мечей. Дурак. Семерка жезлов. Не может здесь человек жить спокойной жизнью. У него здесь очень много энергии. Очень много. Здесь женщина огонь. И понимаете, вот эта ее огненная энергия, ее нужно куда-то направлять в какое-то конструктивное русло. Ей классно иметь свой бизнес, ей классно быть какой-то управляющей, каким-то быть директором, начальником. Ей важно, вот знаете, чтобы ее вот эта неуемная энергия, чтобы она куда-то девалась. Потому что если эта энергия никуда не девается, то она просто душит этой энергией свои отношения, своего мужчину. Она начинает впадать в трагедии, в драмы, в какие-то роковухи. Она начинает здесь вытворять какие-то вещи, которые, ну вот если бы она правильно свою энергию направляла в реализацию, в карьеру, там какие-то цели, то тут бы реально у вас были бы очень классные отношения. Потому что чувства здесь есть. Здесь есть и чувства, желание с вами быть, но тут за счет того, что или она не реализована, или у нее нет карьеры, или у нее вообще нет профессии, может быть, она всю жизнь на содержании, может быть, у нее просто нелюбимая работа. Вот за счет того, что ей некуда вот эту энергию деть,
она не развивается, она не обучается, она карьерно не растет или недостаточно растет. Может быть, она уже хорошо зарабатывает, имеет карьеру, но она застряла. Она застряла, топчется на месте, деградирует. И за счет этого она свою вот эту энергию выплескивает на вас. И вот эта энергия, ее слишком много. И она разрушает и вас, и ваши отношения. Вот если бы не это, вот если бы она поняла свою вот эту вот реализацию, если бы она правильно поняла про свои энергии, какими управлять, то тут, в принципе, у вас были бы очень классные отношения на самом деле. Поэтому, мальчики, кто узнал себя, тут, конечно, бы классно было бы это объяснить. Вот если она в вашей жизни сейчас присутствует, то вот эту тему очень важно было бы с ней проговорить, чтобы она это поняла, и чтобы вы это вдвоем обсудили и, соответственно, улучшили ваши отношения, чтобы вас так вот не кидало из стороны в сторону. То люблю, то пошел вон. Вот такая вот удвойственная дама. Кто себя узнал, напишите в комментариях, как вы с этим справляетесь, с такими неуемными женщинами, энергетически, эмоционально. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для желающих заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, задавайте вопросы, всем отвечаю в переписке. На этом, мальчики, всем пока и всем до новых встреч.